Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Молдова сделала тестовую закупку газа в Болгарии по Трансбалканскому коридору. Спасение или крайняя мера? И чей, собственно, газ они там покупать собрались? Ну, дорогие друзья, значит, о чем идет речь? Тут Молдова Газ отчиталась, что мы впервые, как у нас написали, у Болгарии Молдова купила газ. Ну, что было? Есть газовый хаб на территории Болгарии. Этот газовый хаб использовался для закупки газа. Понятно, продает его не Болгария. Я не слышал, чтобы за последние там пару-тройку лет Болгария вдруг неожиданно стала крупным поставщиком газа. Вот. А так как это газовый хаб, то там есть какое-то количество участников. А, Судя по отчетам вот этого газового хаба, у них количество участников аж 107 штук, и оно растет. Большая часть их это местные участники, но есть и зарубежные. А зарубежные участники это кто? Это кто-то, кто покупает газ через этот хаб, и кто-то, кто поставляет газ через этот хаб. То есть они, например, какая-нибудь компания греческая закупила СПГ и говорит: ребята, вот, пожалуйста, можем продать. Ура, говорит кто-то из покупателей, мы готовы купить. У нас опять же написали, что не сообщили, по какой цене. Ну а что тут сообщать? Вы заходите на сайт этого самого этого балканского газового хаба и смотрите, какие цены. Цены там следующие, как и во всей Европе, от $500 и выше. Все. То есть по какой цене могла Молдова Газ закупить этот газ? Там 23 тысячи кубических метров. Кстати, заметим. Примерно за $500, может больше. Ну, с учетом доставки, конечно, больше, потому что там есть еще транспортная составляющая, которую вам необходимо оплатить, пока этот газ до вас дотянут. Вот. У Болгарии с Молдавией, насколько мне известно, общей границы нет. Ну, вдруг что-то изменилось, конечно, очень резко за прошедшие там несколько недель, но, в общем, насколько мне, опять же, известно, общей границы нет. Соответственно, какое-то расстояние вы должны еще этот газ протянуть до самой Молдавии, за это надо будет заплатить местным газовым операторам, как болгарскому газовому оператору, так и газовому оператору, допустим, в Румынии. Так как это поставки шли по трансбалканскому газопроводу, то очевидно, что использовались мощности, про которые мы на этом канале говорили, когда речь шла про Молдавию, откуда она будет брать газ, что она будет делать. Через нее газ шел в Турцию в свое время, до запуска турецкого потока. Понятно, есть голубой поток, по которому напрямую из России давным-давно газ в Турцию поставляется, но часть газа все равно в Турцию, а также в Болгарию, в Румынию шла через вот этот самый трансбалканский коридор. Ну, пожалуйста, эти мощности все еще целы, все еще функционируют, и их можно использовать, ну, чисто теоретически для того, чтобы газ прокачать в обратном направлении. Собственно говоря, Молдавия, ну и в 2024 году в лице своих лучших представителей сообщала: мы закупаем газ у наших румынских партнеров. То есть это не первая, не российская закупка газа. То, что это впервые то, что впервые была произведена закупка газа, видимо, на этом самом балканском хабе, ну, это вообще даже не новость. То есть Молдавия не переобулась в переносном смысле этого слова. Вот. Но объемы, конечно, закупленные 23 тысячи кубических метров, ну, как бы так помягче выразиться. Молдавия, конечно, не самый выдающийся рынок на планете Земля и на постсоветском пространстве, в целом. Но если грубо, вот знаете, прям грубо и без, безжалостно посчитать, сколько газа нужно в день этой самой Молдавии, то мы получаем, что Молдавии, которая вот в общепризнанных границах существует, в день, за один день, за одни средние сутки Молдавии нужно более 8 миллионов кубических метров. Я бы даже сказал 8 миллионов 219 кубических метров.
Но я не скажу, потому что это, знаете, еще больше обесценит эти 23 тысячи, 8 миллионов 219 тысяч 178 кубических метров. А то это, знаете, еще больше обесценит эти невероятные 23 тысячи, которые были на Балканах закуплены. Логичный ли это шаг со стороны Молдавии? Да, да, логичный. Нужны ли все 8 миллионов кубов самой Молдавии? Нет. Потому как подконтрольная Кишиневу территория потребляет, ну, в лучшем случае половину этого объема. Большую часть того газа, который потребляет Молдавия в международно признанных границах, потребляется Приднестровьем. И главный потребитель там это молдавская ГРЭС, которая обеспечивала в первую очередь электричеством всю территорию вот этой самой бывшей Молдавской ССР. Вот. То есть в данной ситуации мы с вами видим довольно, ну, печальную, если угодно, картину. С другой стороны, картину, ну, ожидаемую. То есть, что могла сделать Молдавия в этой ситуации? Пойти и покупать газ у соседей. Есть у этих самых соседей газ. Ну, какие-то свободные объемы там, безусловно, присутствуют. Есть ли рыночные механизмы, есть ли торговые площадки, которые позволяют эти закупки осуществлять? Есть. Есть ли газотранспортные мощности? Ну, какие-то газотранспортные мощности имеются. Тут совершенно удивительно прозвучало заявление про готовность Молдова газа помочь Тирасполь Трансгазу в покупке этого самого газа. Если здесь нет какого-то двойного дна, я, по крайней мере, вот двойного дна здесь не вижу, то, видимо, молдавское руководство сказало: ой, зимой нам, оказывается, нужна электрическая энергия и газ. А давайте мы осуществим как-нибудь, вот поможем газ поставлять в Приднестровье. Ну что ж, хорошо, что вы сейчас об этом задумались. На Балканском хабе, насколько я могу судить, насколько вот я ознакомился с их статистикой, не не торгуется достаточно для Молдавии объемов. Ну, тут двояко. То есть, если такой потребитель, как Молдавия, там появляется, то теоретически там могут появиться и необходимые объемы. Теоретически могут появиться необходимые объемы. И вот тут вопрос: а откуда? 107 участников торгов. Из них, ну, процентов 45, так где-то вот, это некие зарубежные игроки. Ну, вот Молдова Газ, зарубежный участник. Ну, может быть, там есть какая-нибудь компания, ну, допустим, компания Боташ, которая теоретически может сказать: ой, а вы знаете, у нас абсолютно случайно, непреднамеренно, мы даже не знаем откуда, но появились необходимые объемы газа. Или там может появиться какой-нибудь румынский игрок и сказать: ребят, мы слышали, что вы тут протестировали закупки газа. Молодцы, молодцы. А денежки у вас есть? Если есть, то у нас, чисто теоретически, может вдруг откуда ни возьмись появиться необходимый вам объем газа. Может, мы как-то обговорим, а потом вы придете, купим, ну, точнее, купите. Не интересно ли это вам? Откуда эти объемы могут взяться? Ну, разумеется, могут привезти сжиженный природный газ. Могут привезти его в Грецию, могут привезти его в Хорватию, на остров Крк. Могут привезти его, конечно же, в Турцию. И вот из Греции, Хорватии, Турции этот природный газ будет закуплен через эту торговую площадку. А может быть, как это уже бывало в подобных ситуациях, компания Боташ или какая-нибудь румынская компания или какая-нибудь сербская компания или какая-нибудь венгерская компания отправит заявку в «Газпром» и скажет: а вы можете чуть больше прокачать, м? Ну, чисто теоретически. Если можете, а давайте вы нам поставите чуть больше, потому что у нас вдруг откуда ни возьмись появился потребитель на наш газ. Не скажем, что в рамках нашей страны, но потребитель готов брать.
Как бы ирония иронией, смех смехом, но здесь вот какой момент. Такого рода ситуации не идут на пользу самой Молдавии в первую очередь. То есть, когда молдавское руководство начинало рассказывать о том, что вот, мы не должны вообще никакие деньги этому «Газпрому», какие 709 миллионов долларов, мы ему должны в лучшем случае, в худшем случае мы ему должны 7 миллионов, ну пусть 14, но не больше. И все, никаких долгов. «Газпром», ты обязан нам все простить. И вообще, долги не из-за нас, а из-за Приднестровья. И вот та часть, которая касается Молдавии, никак не относится к долгам Приднестровья. У Приднестровья своя история и долгов, и поставок газа, и всего на свете. Долги, которые сформировались в Молдавии, это долги Молдавии. А вот теперь, дорогие друзья, сейчас, знаете, возьмем и умножим 1,5 миллиона, хотя зачем 1,5? 1,2 миллиона. Я сегодня добрый, поэтому 1,2 миллиона мы с вами умножим на 500. На 500. Да, можно было бы так, но... Мы получаем 600 миллионов долларов. Ага, то есть годовая закупка газа через вот эту самую биржу будет обходиться где-то в 600 миллионов, если мы берем только те объемы, которые необходимы подконтрольной Кишиневу территории. Если мы будем брать объемы, которые необходимы всей территории Молдавии, это где-то 1,5 миллиона. А я правильно понимаю, что покупать теперь придется не только то, что необходимо Молдова газу, не только то, что необходимо подконтрольной Кишиневу территории, но и вы как-то там будете решать вопросы с Тирасполь трансгазом, да, то есть мы пока не знаем, но, наверное, судя по официальным заявлениям, вы будете решать вопросы с поставками газа на молдавскую ГРЭС, да, то есть фактически через вас будет идти вот весь этот объем газа, который потреблялся, все эти примерно 3 миллиарда кубов, которые потребляются Молдавией, международно признанной, да, 1,5 миллиарда. Внимание, вопрос. А «Газпром» не предлагал более выгодные условия? Нет, конечно. 1,5 миллиарда. Если мы берем 600 миллионов, которые придется потратить, покупая по 500 долларов 1000 кубических метров, то тут можно сказать, ну, во-первых, летом будет дешевле. Во-вторых, это все-таки 600 миллионов, которые мы тратим чисто на газ, без учета вот каких-то там долгов. Но, дорогие друзья, а нельзя ли было выйти с переговорной позиции в стиле «Мы сейчас, вот вы, Молдова Газ, мы сейчас можем пойти на рынок и купить газ вот по такой-то цене, но, Газпром, а можешь ты нам продавать вот по цене там минус 10%, а вот эта вот разница будет идти, вот, ну, мы будем как бы считать, что вот это вот долг. Навстречу он бы пошел, наверное, теоретически. Кто-нибудь из вас выходил с таким предложением? Нет? То есть вы сейчас будете тратить те же самые деньги. Еще на вас будет висеть долг. Вы хотите этот долг аннулировать через суд, так судебные расходы еще будут, время будет потрачено. И вы фактически будете покупать тот же самый газпромовский газ, так или иначе. Просто через посредников. Это потрясающий план, надежный, как швейцарские часы, если я правильно понял. Конец цитаты. Ну и конец этого ролика. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, всего хорошего, но подпишитесь на канал Инфотек, если вам не сложно. А вам, я уверен, не сложно, вы большие молодцы.